Друзья, всем большой привет. Мы часто думаем о том, какую ПТСАУ прокачивать сегодня, в 2022 году, и я хотел бы поговорить об одной из самых недооцененных, наверное, на сегодня. Это объект 268 советский, поэтому давайте о ней сегодня и поговорим. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Объект 268 это советская ПТСАУ 10 уровня, крайне недооцененный, как я уже сказал, танк. Имеет очень неплохое орудие, в принципе, неплохую рубку, хорошую подвижность и шикарную маскировку. То есть я, если честно, не понимаю, почему игроки ее не прокачивают. Ну, конечно, я понимаю, то, что есть танки поинтереснее и все такое, но эта машина крайне хороша. Если вы умелый игрок, если вы с пониманием относитесь к тому, что у вас за танк и как его реализовывать, на ней можно крайне сильно настреливать. Тем более пушка позволяет. Говоря о достоинствах этой машины, это, конечно, ее 152-мм орудие, имеет бронепробитие базовой ББшкой 303, кумулем 395, альфа 750 за выстрел, видим, что разброс 0.33, и, к сожалению, вот долгое время сведения 2,7 секунды, то есть сведение это реально камень преткновения этой машины, но в остальном, если правильно ее собрать, чтобы компенсировать это сведение, машина способна очень даже неплохо настреливать. Видим, что у нас есть мобильность, 15,69 лошадей на тонну, то есть максималка 48, это крайне немало. На самом-то деле реально можно кататься на этой машине, она способна приезжать первой. Плюс также у нас базовая незаметность на очень-очень достойном уровне. Обзор, конечно, 370 это также неплохо в стоке. Поэтому давайте сейчас поговорим о том, как эту машину собирать. А дальше посмотрим в Collision ее бронирование. Там тоже довольно интересно. Первым делом мы обязательно ставим сюда досылатель. Я думаю, имеет смысл поставить вентиль и поставить улучшенный прицел для того, чтобы компенсировать все по сведению. То есть сведение будет 2.53, разброс 0.29. Либо же многие еще игроки собирают вообще такую сборочку, ставят усиленные приводы наводки и ставят просто-напросто маск-сеть для того, чтобы была шикарная маскировка. 35 и 36 сотых, так сказать. Видим, что сборки имеют смысл от вашего стиля игры, то есть вы отталкиваетесь. Если еще качнуть маскировку, у вас вообще будет 48-69. То есть это дофига. Это реально можно в кустах стоять, пулять за 12 метров и не светиться. Поэтому по сборке обязательно должен быть досылатель для того, чтобы ваш ДПМ был 3200. То есть это must have. А в остальном вы можете здесь поставить либо приводы, либо улучшенный прицел. Ну, то есть смотрите по тому типу игры, как вы играете. Collision модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас рубка имеет бронирование, то есть 280, 300. Ну, то есть она такая, я не могу сказать прямо ее, что она бронированная, да, но тем не менее что-то отбивать способна. Я сам часто стрелял по этому танку и что-то отлетало. А так по цифрам, конечно, видим, что 240-220 это вообще не рекорд. То есть этого мало, действительно этого мало. ВЛД у нас 225, 240 и НЛД 230. Ну, то есть по броне плюс еще огромные стереотрубки. Ну, то есть такое. По броне она, конечно, печалька, но это только в цифрах, друзья. На деле она способна отбивать, то есть я вам серьезно говорю. Конечно, если по вам будут стрелять скилловые игроки, они будут целиться просто в стереоскопические трубы, и тогда уже у вас будут реально проблемы. Но в остальном на дистанции, так как снаряды теряют бронепробитие, а вы будете чаще всего на дистанции, то есть что-то отбить сможете. Поэтому, в принципе, с броней разобрались, кое-что отбить может, но надеяться на нее не стоит. Лучше играть с третьей линии, и тогда будет вам счастье. Поехали посмотрим бой. Бой, друзья, у нас на карте Ласвель, как видим, бой 10 уровня. Наш сегодняшний герой с ником Кочевник 233. Объект 268 является на сегодня, наверное, самой недооцененной ПТСАУ, потому что машина морально устарела, но тем не менее она все равно уверенно и неплохо играется. Поэтому, если вы хотите заиметь хорошую ПТшку советскую, и вы хотите играть на альфовых машинах, а начиная с 8 уровня этой ветки, ИСУ-152, она уже является альфовой, то есть, в принципе, можно качать, почему нет. Видим, что светится много танков по 9-й нулевой линии, но, к сожалению, отсюда он прострелить их не сможет до того момента, пока они не подъедут к церкви. То есть на перекатке только сможет их отстреливать, но, как видим, они не торопятся никуда проезжать. Светится Маус, можно пробовать сходу по нему забросить. В такой проекции ему абсолютно наплевать, потому что он играет на кумулятивах, там 395 Маус, получает сразу 848 урона. Машина крайне настрельная, имеет неплохую перезарядку, отличную, как я уже говорил, конечную точность. Плюс шикарное бронепробитие кумулятивом. 303 пробития ББшкой, что тоже вообще, друзья, вообще немало. То есть можно и ББшками накидывать без проблем. Тут игрок, видимо, у нас скилловый, идет, может быть, на вторую отметку. Поэтому, в принципе, играет на кумулях.
Пока никто, к сожалению, не светится, давайте поговорим о том, кому эта машина так более детально подойдет, да. Я думаю, если вы новичок, ну, то есть в каком формате новичок? Если у вас нет ни одной десятки, и вы начали качать ПТ, в принципе, это тоже имеет место быть. ПТшки — это танки второй-третьей линии, на которых вы в замес, грубо говоря, не лезете, да. И поэтому такую первую десятку можно заиметь. Она, конечно, сложновата по реализации, ну, в том плане, то, что вы должны примерно хотя бы понимать, в какое направление нужно двигаться на этой машине. Потому что многие игроки пренебрегают этими знаниями и просто едут там, куда едут все. Это неправильно, друзья. Нужно реально думать, где вы будете полезны. Поэтому имеет смысл посмотреть гайды о том, где стоять на ПТ. Дает, кстати, шикарный шот по Кранвагену. Видим, у него 2 выстрела, 1500 урона уже есть. Светится слева бабаха. Можно попробовать по ней отстреляться. Нет, к сожалению, она... Хотя нет, видно ее, видно. Сейчас попробую дать блайнд. Я думаю, блайнд залетел. Судя по тому, что мы не увидели разрыва снаряда, я думаю, он залетел. Так вот. Это крайне хорошая ПТшка для новичка в том плане, то, что ее под реализацию может использовать любой игрок. Главное понимать, где вы должны находиться. А для этого стоит посмотреть гайды какие-то по ПТ-позициям или разборы карт. Часто из блогеров, кто этим занимается, Вспышка делает разные обзоры. Я смотрел как-то его. О том, где можно реализовывать ЛТшки, в основном он говорит. Ну, то есть, можно посмотреть хотя бы разборы карт. Потому что у него это очень-очень так детально идет. Это не реклама, друзья. Вспышка мне ничего не платил. Вы же сами понимаете, куда. Еще есть Маракаси, из тех, кто реально разбирает позиции. Маракаси — это вообще легенда World of Tanks. Кто знает из олдов, те прекрасно знают эти приколы, типа позиции от Маракаси и так далее. Он по-любому смотрел Маракаси. Отличный шот по 62-ке. Не везет ему второй выстрел с уроном. То есть видим, что вылетает пониженный. Не 750, а все ниже. Так вот, друзья. В принципе, можно еще что делать? Находить на вот реплейс именно повторы по этой технике. То есть смотреть именно реплеи, как реализуют эту машину игроки. Это тоже очень полезно. Если хотите действительно научиться качественно играть, вы должны смотреть реплеи. Это касается любой игры. Например, возьмем в пример там Counter-Strike, Dota, да. Одно дело стрелять там или давать скиллы, другое дело понимать вот этот мувминг, как называется в играх, то есть куда вам нужно перемещаться, где вам встать, чтобы принять или наоборот атаковать. Это очень-очень важная составляющая. Плюс не забывайте пользоваться мини-картой. Мы видим, что враги продавили ущелье, там 3 танка находится. Один из них ОМОН, по которому у нас в ближайшее время будет также обзор. ОМОН — это объект 268, вариант 4, тоже крайне сильный танк, мы о нем обязательно поговорим. Пробовал дать шот по-быстрому по Кранвагену. Видим, что рубка способна танковать. Кумулятивы даже Кранвагна. Это очень хороший танк в плане брони. У него очень уязвимая НЛД, но рубка способна отбивать. И способна отбивать довольно часто. Выкатывается на него ОМОН. В упоре, конечно, ОМОН для него страшный противник. Дает ему в маску. Конечно, там 395 пробития. Ему наплевать абсолютно на броню ОМОН. Прога союзная делает какую-то ерунду. Вообще непонятно, что он пытается сделать. Таким образом. Но, тем не менее, справляется, добирает ОМОНа. Да, не самое у него прям точное орудие, но, тем не менее, способен наносить урон. Разбираются они здесь с противниками, как видим. Счет у нас пока что 10-9. Союзная команда лидирует по количеству очков. Добирают, кстати, Кранваген. Я, к сожалению, не обратил внимания, кто его забрал. Просматривает куст на предмет того, чтобы там есть кто-то или нет. Видим, что засвет не получает, значит, здесь на этой нише никого нет, можно ехать вперед. Машина, кстати, также очень даже подвижная, как мы разбирали с вами это в ангаре. Плюс он играет с доп-пайком, так что характеристики все просто на максимуме. У него уже 3400 урона есть, 1500 заблокировано, full хп, то есть 2000 очков прочности у него имеется. Можно спокойно ехать и давить. Видим, что союзная команда выиграла город. Это очень хорошо, потому что если бы они проиграли город, проиграли ущелье, скорее всего, для них бы бой уже закончился. Сводится на ТВПшку, дает шикарный шот. 718. Снова альфа вылетает пониженная, танк заговоренный какой-то. ТВП нужно добирать. Он отдал 3 снаряда в 13-105. Глупо делает то, что не едет. Я бы поехал. Хотя, с другой стороны, возможно, он делает и правильно. Потому что там мог стоять Фош, который бы его разрядил. Но, тем не менее, я бы ехал. Добирает ТВПшку. Отличный дал выстрел. 711. Засветился от нее. Видим, что у него уже 4800 урона есть. Бой довольно такой позиционный был в начале. Сейчас, конечно, нужно ехать, давить. Противников осталось не так много. Получают от артиллерии неприятную плюшку.
Очень хорошо, что в сентябре у нас артиллерии станет меньше в боях. Я на это очень надеюсь и очень жду. Для меня артиллерия, опять же, это только мое мнение, это жуткий камень преткновения, от которого у меня дико горит. Особенно, когда ты играешь на каком-то крутом позиционном танке, который способен там сдерживать направление, сдерживать атаку, и просто тебе арта ничего не дает сделать. Дает в него фош 2 выстрела, как мы видим. Остается у нашего сегодняшнего героя 928 очков прочности. Быстро он убил фаша благодаря кумулям. Если бы у него были заряжены ББшки, мог бы фаша и не пробить. Там такая, конечно, я не могу сказать, что есть бронирование. Сходу дает по Удасу. Кстати, скорость полета кумулятива 760 это крайне медленно. С него довольно трудно выцеливать на упреждение. Но, тем не менее, видимо, он справился с этим. Остается еще гриль. У гриля 1100 очков прочности, как видим. По грилю нужно давать шот, потому что в копилочку урона гриля нужно добавлять обязательно. Было бы хорошо, если бы он перешел на фугасик и из фугаса по нему плюнул. Это было бы вообще шикарно. Он здесь один, понимает, что Удас может его закружить. В принципе, Удас это и должен как бы делать. Да, они это и делают. Добирает Удаса, это абсолютно правильно. Нужно спускаться вниз от гриля, потому что гриль хочет выдать ему урон в спину. И, скорее всего, выдаст, да, я так полагаю? Нет, нет, друзья, он очень аккуратненько отвернулся от гриля, нужно разворачиваться. Жаль, не загрузил фугас. Здесь у нас очень большая вязкость грунтов, то есть танки сразу процентов на 30-40 режут свою мобильность. Дает шот в гриля. И остается шотным для артиллерии. Итак, смотрим, что неужели арта его доберет. Я думаю, скорее всего, да. Да, его добирает артиллерия. Нанеся ему эти заветные 160 урона, но видим, что уже FV4005 убила гриля и едет за артой. Ну, в принципе, друзья, это победа. Бой довольно получился настрельный. Мы с вами в результатах увидим. Я думаю, Блайнд там еще попал. То есть 8000 чем-то урона у него есть. Результаты боя, конечно, видел. Я знаю, что это победа, но тем не менее. Смотрите результаты, если вам понравилось. Палец вверх, подписка и до новых встреч. Надеюсь, видео вам понравилось. Пока-пока.